Убийство договора о ракетах средней и меньшей дальности стало подарком для России. Гласит название материала, который опубликовал на минувшей неделе американский журнал The National Interest. Эта оценка кардинально отличается от победных реляций, которые генерируют основные американские СМИ. Кто же написал такой заголовок и все, что под ним? Может, какой-то тайный агент Путина? Вовсе нет, друзья. Действия Белого дома раскритиковал Джон Вольфсталь, занимавший при Бараке Обаме пост специального помощника президента, а также старшего директора Совета национальной безопасности США. То есть типичный представитель американского правящего класса. Удивительно в этой публикации не то, что Дональда Трампа критикует человек из числа его политических оппонентов, а то, что вместо набора штампов про руку Кремля Вольфсталь использует вменяемые и довольно весомые аргументы. Вкратце они заключаются в том, что у США не было ни малейшей военной выгоды, чтобы выходить из договора о ракетах средней и меньшей дальности. То есть мотивы действий Трампа были чисто политическими, утверждает Вольфсталь. А вот для России выгода от американского демарша прямая, сказано в публикации. Пока действует договор о ракетах средней и меньшей дальности, Соединенные Штаты могут использовать его для координации общих действий и поддержки для противодействия нарушениям со стороны Москвы. Договор также дает США основания для введения финансовых и политических санкций против России. Завершение сделки означает, что оба эти рычага исчезнут. Во многих аспектах выход США дает России карту освобождения от ограничений, поскольку исчезновение договора лишает Соединенные Штаты каких-либо оснований утверждать, что Россия не выполняет свои обязательства. Нельзя не заметить, что в словах Вольфсталя есть логика. Смотрите, пока договор действовал, Вашингтон годами обвинял Москву в нарушении этого договора. Сами понимаете, приводить какие-либо доказательства было не обязательно. Достаточно было громко заявить вассалам по НАТО, что Путин нарушил, и они сразу брали под козырек. Этот механизм США использовали в качестве инструмента сплочения своего военного альянса. Мол, у нас есть секретные улики, что Россия нарушает, а значит, это против вас. Живо гоните нам деньги на военные расходы. И пушечное мясо дрессируйте, а то вдруг завтра война. Теперь этот инструмент исчез. В ответ на любые обвинения из Кремля будет доноситься ехидный голос, что американцы сами вышли из этого договора и претензии больше не принимаются. То же самое будут говорить и евровассалы США. Мол, мы же так пыжились, десятилетиями сдерживая коварную Россию, а тут вжух, и главный сдерживатель спустил шлюпки на воду, бросив остальных на произвол судьбы. А раз так, то денег больше не просите. Картина выходит логичная и непротиворечивая. Остается лишь объяснить, на кой ляд Трамп затеял это сомнительное мероприятие с выходом из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Ответ традиционно содержится в одном из фрагментов культового фильма Алексея Балабанова. Слушай, а что такое по-английски «How are you»? Как поживаешь или как дела? А им что, всем интересно, как у меня дела? Не интересно. А что ты спрашиваешь? Просто так. Здесь вообще все просто так, кроме денег. Без выхода из договора Трамп не смог бы обосновать дополнительные расходы на военно-промышленный комплекс США. Тот самый, который называют одной из главных опор действующего главы Белого дома. Гиганты ВПК вложились в Трампа и жаждут еще больше контрактов. Но бюджет Пентагона и так раздут, как рыба-еж. Как выдурить у враждебного президенту Конгресса еще больше денег, если эти сволочи даже на стену на границе с Мексикой не дают? Есть проверенный способ. В советские времена его описывали характерными карикатурами. Именно для подтверждения весомости этой вымышленной угрозы и разорвали действовавший с прошлого века договор. А что Россия извлечет из этого пользу? Закономерно. Наша страна вообще отличается повышенной приспособляемостью к внешним обстоятельствам, умея приспособить их под свои нужды. Казалось бы, после провала санкционного давления и так называемой политической изоляции в США уже должны это понимать. Но нет, не понимают. И пусть. Им же хуже.